Здравствуйте, друзья, в эфире Геоэнергетика Инфо, с вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник, главный редактор издания «Нефть и Капитал» Владимир Бобылев. Здравствуйте. Здравствуйте, Максим. В Европе резко выросли цены на дизельное топливо, а Вашингтон дал Берлину полгода для решения вопроса о правах собственности на немецкие активы Роснефти. Владимир, собственно, почему у них проблемы с дизелем? Они же все решили, что российский дизель им не нужен, они сами справляются. Что случилось в цветущем саду? А почему у них не должно быть проблем с дизелем, если они решили, что дизель им в принципе не нужен? Вот это вот странная такая позиция. То есть, с одной стороны, дизель нам не нужен, а с другой стороны, почему у нас его нету? Вот вам не кажется нелогичным вот такая вот постановка вопроса? Собственно, почему у них нет дизеля? А откуда же ему взяться? Европа долгое время снабжалась дизельным топливом путем приобретения его в России и, соответственно, переработкой, в том числе и в немалой степени российской нефти на своих НПЗ. НПЗ в Европе было много. Работали они достаточно эффективно, потому что закупали нефть, которая шла из России по долгосрочным контрактам, по спотовым контрактам. Ну, тем не менее, она шла из России, что, собственно говоря, вот буквально, что называется, под боком. А во-вторых, она шла по трубопроводам. Это, напомню, крупный трубопровод «Дружба», который соединяет Россию с Европой. Там две ветки. Одна идет на север, тем самым как раз вот германским НПЗ, например. Южная ветка идет к НПЗ Восточной Европы, и все было замечательно до тех пор, пока, соответственно, по этой ветке северная и южная текла российская нефть, купленная в том числе по долгосрочным контрактам, что, напомню, подразумевает использование каких-то скидок и каких-то цен, которые отличаются от текущих спотовых на рынке. То есть все было замечательно и выгодно. Ну, собственно, почему так важно, что она текла по трубопроводу? Дело в том, что среди вообще всех форм поставок нефти на рынке самое дешевое фактически это трубопроводный транспорт. Ну вот, собственно, так и жила Европа себе спокойно, покупая российскую нефть, производя из нее собственные нефтепродукты на своих заводах, и это было рентабельно. Ну и плюс ко всему, когда ей самой не хватало, покупала этот самый дизель у России, что тоже, в общем, было рентабельно, потому что это, опять же, трубопроводные поставки, плюс поставки морем, что, в общем, тоже получается рядом. Да что там, собственно, везти из Приморска в Германию этот самый дизель? Вот, Финский залив переплыл, и все, и уже на месте. Но нет, ситуация изменилась в 2022 году, когда Европа резко и категорически отринула поставки гнусных нефтепродуктов из России, потому что, значит, вот они тоталитарные, и вообще надо как-то отказаться и не давать возможности России заработать на этих поставках. А что в итоге получилось? Соответственно, для того, чтобы покрыть потребности Европы в дизеле, даже несмотря на всю электромобилизацию, там, использование ВИА и так далее, Европе дизель по-прежнему нужен, потому что машины ездят, не только там замечательные Мерседесы и Volkswagen, а еще и огромное количество, на минуточку, сельскохозяйственной техники, а также строительной, а также грузовиков, а также всяких тепловозов, там, ездящих на дизеле, все это потребляет уйму дизеля. Соответственно, дизель по-прежнему нужен. Из России поставок больше нет. Ну, напрямую, во всяком случае, но к этому вопросу мы еще вернемся. Соответственно, нужно где-то брать этот самый дизель, покупать его где-то за рубежом. Ну, где его можно покупать? Вот, например, Индия производит много дизеля, прям вот реально очень много дизеля. Давайте будем покупать в Индии. Ну, сравните поставки в Европу, например, в ту же самую Германию из России каким-нибудь там танкером через Финский залив быстренько, и из Индии, когда вот этот танкер идет вокруг там из Индии через там Суэцкий канал, или когда вот начались проблемы с поставками и там с пиратами, с хуситами, значит, вокруг мыса Доброй Надежды, как в старые добрые времена, эти самые мореплаватели на своих этих каравеллах с парусами ходили вокруг мыса Доброй Надежды в Индию из Европы. Вот теперь, собственно, из Индии в Европу идет дизель, конечно, не под парусами, но тоже, в общем, дней 40.
Соответственно, сроки, соответственно, длина маршрута, плюс, напомню, из-за всей этой ерунды с борьбой с теневым флотом ставки фрахта танкеров выросли так, что владельцы танкеров уже не просто там, я не знаю, икру на хлеб мажут, они икру мажут на масло и хлебом вообще не пользуются. Все это получается реально очень дорого. Хорошо, скажете вы, а чего ж тогда не производить, собственно, дизель на тех же самых европейских НПЗ, которые никуда не делись? А тут тоже вопрос возникает, из чего производить? Российскую-то нефть больше особо не поставляют, потому что северная ветка дружбы не работает, потому что санкции. По южной, соответственно, нефть поставляется на восточноевропейские НПЗ, ну там тоже проблемы, потому что например, НПЗ в Сербии сейчас под угрозой, потому что там, видите ли, присутствует в качестве акционеров «Газпром» и «Газпромнефть», поэтому это все нужно отобрать или эти компании оттуда выгнать, а лучше все это национализировать. Соответственно, НПЗ «Лукойла» в Болгарии что сделали первым делом? Первым делом запретили поставки туда российской нефти. С германскими НПЗ та же самая история. То есть, если раньше туда Роснефть поставляла свою же роснефтевую нефть, потому что она, собственно, являлась акционером этих самых НПЗ, то теперь все, история закончилась. Значит, нефть нужно где-то брать. Если не в России, которая рядышком по трубе, значит, скорее всего, это те же самые Штаты или, возможно, Саудовская Аравия. То есть, в общем, получается, нефть приходится возить издалека. А раз нефть приходится возить издалека, то и рентабельность переработки резко падает. А она и так, в принципе, по всему миру сейчас не самая высокая. Ну, вот так экономически сложилось. Рентабельность переработки сейчас достаточно низкая. Соответственно, получается, что нефть дорогая, рентабельность переработки низкая, эти НПЗ должны что-то зарабатывать и на что-то жить. Соответственно, цены на дизель растут, поэтому какие к черту могут быть вопросы, почему дорогой дизель? Ребята, вы сами тщательно создавали ситуацию, при которой дизель стоит безумных денег. Так зачем тогда задавать сейчас эти дурацкие вопросы, почему это у нас в Европе дизель дорогой? Кстати, опять же, к вопросу о европейском двуличии. Европа сейчас российский дизель не закупает. Но давайте разберемся, копнем поглубже. Во-первых, как вы думаете, из какой нефти производится вот тот самый индийский дизель, который Европа с удовольствием закупает, потому что он не российский? Напомню, что Индия является крупнейшим покупателем российской нефти, и, соответственно, из российской нефти на индийских НПЗ производится дизель, который потом вот 40 дней плывет в Европу, и Европа его с удовольствием покупает за бешеные деньги, потому что он не российский. Вот логично? Не очень. А вот еще пример еще более извращенной логики. Вы когда-нибудь слышали про турецкий дизель? А турецкий дизель – это такая интересная штука, которая тоже вроде как не российская, поэтому покупать его вполне можно. В общем, это не претит политическим убеждениям, поэтому Европа спокойно покупает турецкий дизель, не спрашивая, откуда он там взялся. В Турции, безусловно, есть свои НПЗ, но их не настолько много, чтобы покрыть полностью потребление Турции, потому что страна большая, плюс развивающаяся, рост потребления газа, нефти, электроэнергии, а также дизеля там постоянно растет, и Турции тоже нужно где-то брать. А добыча нефти в Турции, прямо скажем, не такая, которая позволяет турецкой нефтью обеспечить все турецкие НПЗ. Соответственно, Турция является достаточно крупным покупателем российской нефти и плюс одним из крупнейших покупателей российского дизеля. На минуточку, Турция ежемесячно покупает порядка 900 тысяч тонн российского дизеля. То есть почти миллион. То есть почти 12 миллионов тонн дизеля в год покупает Турция. Ну и, соответственно, она же его, естественно, весь не потребляет. Поэтому этот прекрасный турецкий дизель оказывается потом в Европе. Европа его совершенно спокойно кушает, заливает в свои баки, не чувствуя угрызений совести, потому что он же не российский. Вот примерно вот такая вот ситуация происходит сейчас, в принципе, на европейском рынке. А что касается немецких заводов, это тоже замечательная история. Германия вообще с началом санкций стесняться перестала вообще. В принципе, наверное, это как-то
немцев такое есть специфическое отношение к России и российским активам, где бы они ни были, на территории самой России или ранее СССР во время войны, или вот сейчас, в общем, надо забирать. Соответственно, Германия начала с того, что она забрала газпромовские активы, которые находились на территории Германии. То есть вся вот эта вот газпромовская инфраструктура, там ПХГ, в которых они участвовали, там трейдер Газпром Германия, который тоже находился на территории Германии, это все было, ну, мягко говоря, отобрано. То есть, ну, если называть вещи своими именами, украдено. То есть вот было ваше, но потом нам как не понравилось то, что вы там делаете где-то там на своих границах, поэтому это теперь будет наше. В случае с активами Роснефти тут получилась несколько более долгая и сложная история. Здесь немцы почему-то постеснялись забрать это сразу, они ввели внешнее управление. То есть, соответственно, есть 3 крупных завода, это вот РСК, Миро и Bayern Oil. Ну, собственно, не только по немецким меркам, собственно, по европейским меркам очень крупные НПЗ. И раньше все работало неплохо, все были довольны, и Роснефть, и, собственно, немцы, потому что Роснефть поставляла на эти заводы нефть через северную ветку дружбы, там это все перерабатывалось, продавалось на территории Германии, даже что-то экспортировалось в соседние страны. Причем работа этих НПЗ достаточно важна. Ну, наверное, на мой взгляд, самый такой принципиальный это РСК, потому что он снабжает существенную часть территории Восточной Германии, плюс ко всему Берлинский аэропорт. Вот. Ну и, собственно, все было хорошо. А потом это все национализировали. Соответственно, Роснефть возможности управлять этими активами не имеет. Поставлять нефть на эти заводы она не может. Ну, участвовать в финансовой деятельности, какая тут к черту финансовая деятельность. В общем, есть актив, которым теперь занимается правительство Германии. Вот, и теперь главный вопрос в управлении этими активами. А как бы туда нефть завести, где ее вообще взять? Схема сейчас работает следующая. Значит, Германия договорилась с Казахстаном, который поставляет на эти 3 завода свою нефть, то есть, получается, через там, Казахстан, через Россию, там, через, вот опять же, северную ветку дружбы, свою вот эту вот исконную казахстанскую нефть, лишь только не российская, в объеме где-то около 100 тысяч тонн в месяц поставляет. Что такое 100 тысяч тонн для заводов с объемами переработки там, 12, там, 15 миллионов тонн? Ну, капля в море. Поэтому при таких объемах, конечно, какая там к черту рентабельность и, соответственно, ну, сколько они могут в таком случае дизеля произвести, а нужно производить не только дизель, поэтому, ну, почему растут цены, понятно. Тут есть еще один пикантный момент. Дело в том, что казахстанская нефть сорта Кепко и российская нефть сорта Уралс – это, по сути, вот по параметрам одно и то же. То есть здесь, опять же, вот европейцы стыдливо так, прикрыв глазки, покупают казахстанскую по документам нефть, вот, и изо всех сил стараясь не задумываться о том, что, скорее всего, нефть российская. То есть для чего Казахстану гнать эти 100 тысяч тонн ежемесячно там, через 2 страны, 3, 4, 5, на эти самые немецкие НПЗ, если можно просто методом свапа превратить казахстанскую нефть в российскую, то есть как бы мы ничего гнать не будем, мы там ее отправим там, на экспорт куда поближе, а вы там свои заместите, тем более, что они по параметрам одно и то же. Вот, собственно, вот такая вот интересная складывается ситуация. Ну, какое-то такое нефтегазовое ханжество. То есть мы продолжаем делать то, что раньше делали, но изо всех сил стараемся закрыть глаза на то, что мы обещали этого не делать. Пусть это даже нам будет обходиться дороже. Ну, политические принципы – это главное, а во сколько денег это обойдется, это не важно. Вот, вкратце, примерно такова ситуация на европейском рынке дизеля. Владимир, большое спасибо за комментарии, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на телеграм-канал Нефтекапитал. Все ссылки будут в описании, там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках, без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке. Спасибо, до новых встреч.